Мало кто равнодушен к сирени, особенно в разгар ее пышного ароматного цветения. Красивая, душистая и даже не требовательная к уходу. Все в ней нас привлекает, вот только цветет она не так продолжительно, как нам бы хотелось. Спешу вас обрадовать, что уже созданы ремонтантные, то есть неоднократно цветущие сорта сирени, которые за сезон цветут несколько раз. Есть сорта, которые повторно зацветают в конце лета, а есть и те, что дают вторую волну цветения уже с июля и продолжают радовать яркими соцветиями вплоть до самых осенних морозов. Что еще очень радует, что все эти сорта довольно компактные и морозостойкие. Кусты без укрытия хорошо выдерживают морозы до минус 34 градусов, а некоторые из них, как, например, сорт Джази, без проблем переносят морозы до минус 40 градусов. Согласитесь, что в регионах с такими суровыми зимами способны выжить, а тем более пышно цвести далеко не многие растения. Ремонтантная сирень в условиях средней полосы не превышает высоты в 1,5 метра, что тоже имеет свои плюсы. У нее очень аккуратная, густая, шарообразная крона с более мелкими, в отличие от обычной сирени, листьями. Такую сирень иногда еще называют балконной. Ну а если быть более точным, это серия карликовой ремонтантной сирени Мейера. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания сирени, а также ее наиболее интересными сортами. Я буду благодарна всем вашим комментариям, советам и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Компактную ремонтантную сирень можно выращивать даже на самых скромных по размеру участках. Она будет идеально смотреться в качестве солитера, особенно в штамбовой форме, и даже в виде эффектной, неприхотливой живой изгороди. Сирень Мейера отлично отзывается на стрижку, благодаря которой ее крона становится еще более плотной, компактной и привлекательной. Из ее пышных стриженных кустов можно создать красивый высокий бордюр вдоль садовых дорожек или по краю цветника. Повторюсь, очень эффектно такие растения смотрятся на штамбе. Особенно при формировке кроны в виде шара. Эти роскошные декоративные деревца удобно выращивать даже в катках, которые можно расположить в любом месте в саду, на вашей террасе и даже на балконе. Во время цветения с мая по июнь растение сплошь покрывается ароматными соцветиями. Запах просто потрясающий и слышен на расстоянии. По окончанию первой волны цветения сухие метелки лучше обрезать. И уже со второй половины лета эта сирень порадует вас вновь своими яркими душистыми цветами. Из наиболее удачных сортов Мейера можно выделить низкорослую серию Flower Festa. Она включает в себя фиолетовую, белую и розовую окраску цветов. Эти сорта так и называются Flower Festa Purple, White и Pink. Все эти растения не превышают в росте 1 метра. Такие можно выращивать где угодно, даже на крытой террасе и на городском балконе. Но самое привлекательное в этой сирени то, что она цветет намного обильнее и дольше других сортов. Ее повторное цветение начинается уже с июля и длится вплоть до осенних морозов. Есть еще очень интересные ремонтантные сорта, например, Red Pixie, с красными соцветиями, которые со временем розовеют, и позднецветущий гибрид Pink Parfum с красивыми ароматными лилово-розовыми метелками, запах которых сравним с дорогим парфюмом. Соцветия небольшие, около 10 см длиной, но их на кусте просто невероятное множество. Конечно, для такого пышного цветения им необходимо достаточно много света и самый минимальный уход. Нейтральная питательная почва, своевременный полив и обрезка. Кстати, ветки ремонтантной сирени подходят для срезки в букеты. Гибридные повторно цветущие сорта очень компактные.
Например, сорт Pink Parfum высотой всего до 90 см и в ширину составляет 120-180 см. Это прекрасный вариант даже для самых маленьких садов и украшения низких цветников и альпинариев. Ко всем плюсам ремонтантной сирени можно отнести не только ее красоту и повторное цветение. Она обладает высокой жаростойкостью, морозоустойчивостью, хорошим иммунитетом и очень неприхотлива в уходе. К тому же эти жизнестойкие растения по сравнению с обычной сиренью начинают цвести уже на второй-третий год своей жизни. Размножить сирень Мейера проще простого. Например, методом отгибания и пришпиливания веток к земле, то есть отводками или черенкованием. Такая сирень очень хорошо черенкуется, так что вырастить подобную красоту на своем участке не составит никакого труда, даже новичкам. И что еще стоит отметить, огромный плюс низкорослой ремонтантной сирени в том, что она не дает прикорневых отпрысков, то есть бурной поросли, чем, собственно, страдает обычная высокорослая сирень. Зато она неплохо выгоняет молодые побеги от самого основания куста. Ремонтантные сорта Мейера можно назвать одними из самых ярких, удачных и универсальных декоративных культур для создания не только красивого, но и малоуходного сада. С ней легко справятся даже самые неопытные садоводы. А если вам эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.